Прикинь, археологи залезли внутрь пирамиды Хеопса и наткнулись на закрытую камеру. Вот это поворот! Чего только они там не нашли. Эксперты просто выпали в осадок от такой находки. Сегодня вы узнаете, какие секреты скрывает эта загадочная комната и что еще прячет в себе этот древний артефакт. Готовьтесь к сенсации, ведь впереди много интересного, от чего не оторваться. Таинственная находка. Международная группа исследователей, работающих под эгидой проекта Scan Pyramids, представила результаты исследования Великой пирамиды Гизы, также известной как пирамида Хеопса. В ходе анализа был выявлен ранее неизвестный участок, получивший название «Большая пустота». Эта аномалия находится непосредственно над Большой галереей, длинным наклонным коридором, ведущим к камере царя. Размеры Большой пустоты сопоставимы с размерами самой галереи. Длина последней составляет около 152 футов 8 дюймов, а длина пустого пространства оценивается приблизительно в 98,5 футов. Высота этой полости пока остается предметом дискуссий, однако предварительные данные указывают на то, что она может достигать 26 футов 2 дюймов, что соответствует высоте Большой галереи. Предполагается, что эта полость могла использоваться для установки противовесов, необходимых при подъеме тяжелых гранитных блоков. Подобные технические приемы хорошо знакомы специалистам по древнеегипетской архитектуре. Также существует версия, согласно которой данная полость выполняла функцию распределения нагрузки от массивных строительных элементов на основную конструкцию пирамиды. Обнаружение большой пустоты стало возможным благодаря применению мюонной радиографии, инновационного метода визуализации, позволяющего буквально заглянуть внутрь твердых объектов. Этот метод основан на использовании мюонов, частиц, возникающих в результате взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли. Мюоны способны проникать через многие виды материалов, включая камень, оставляя следы своего прохождения, которые фиксируются специальными датчиками. Различия в плотности материалов приводят к изменению траектории движения мюонов, что позволяет различить твердые структуры и пустые пространства внутри исследуемого объекта. Что находится внутри большой пустоты? Ученые смогли получить снимки внутренней части таинственного пустого пространства в пирамиде Хеопса, воспользовавшись небольшим отверстием между известняковыми блоками. Через это отверстие была проведена тонкая трубка, позволившая ввести внутрь эндоскопическую камеру. Изображения, полученные таким образом, показали, что полость значительно больше, чем предполагалось изначально. Руководитель исследования Кристиан Гроссе подчеркнул важность открытия, отметив, что наличие такой большой пустой камеры в пирамиде само по себе удивительно, особенно учитывая возможность того, что там могут разместиться несколько человек. Первоначально ученые полагали, что найденная полость представляет собой узкий коридор длиной всего около 16 футов 4 дюймов. Новые данные свидетельствуют о том, что размеры этой камеры намного превосходят первоначальные оценки. На полученных снимках видно, что внутри камеры отсутствуют какие-либо признаки присутствия людей. Предполагается, что никто не заходил туда на протяжении последних 4500 лет, начиная с момента окончания строительства пирамиды. Несмотря на отсутствие артефактов или следов человеческой активности внутри данной камеры, исследователи задаются вопросом, что же скрывается за ее дальней стенкой. Ответ на этот вопрос станет целью дальнейших исследований. Другие скрытые помещения. Помимо знаменитой большой пустоты, в пирамиде Хеопса существуют и другие скрытые помещения. В 2014 году ученые зафиксировали необычные температурные изменения в некоторых частях основания пирамиды. Некоторые камни нагревались заметно сильнее других, демонстрируя разницу температур до 43 градусов по Фаренгейту. Министр по делам древностей Египта Мамдух Аль-Дамати прокомментировал эти находки, выразив предположение, что подобные температурные аномалии могут указывать на существование скрытых комнат за этими участками. Последующее использование мюонного сканирования подтвердило догадки ученых. В основании пирамиды действительно были обнаружены два ранее неизвестных помещения. Одно из них, напоминающее коридор, находится на северной стороне пирамиды и ведет внутрь нее. Второе, чуть меньшее по размеру, располагается рядом с северо-восточной гранью.
Эти находки еще раз подчеркнули, насколько сложными и многослойными являются древние архитектурные шедевры, такие как Великая пирамида Гизы, и сколько тайн они все еще хранят. Предназначение пирамиды Хеопса. Древние египтяне представляли загробную жизнь как продолжение земной, но в улучшенном виде. Бедняки обретали богатство, а правители становились еще могущественнее. Изначально, однако, доступ к этому посмертному существованию имели лишь фараоны, считавшиеся божественными существами. Они могли наделять этим правом своих подданных. Похороны фараонов проходили с большим размахом. Для них возводились огромные пирамиды из каменных блоков, где размещались не только саркофаги, но и все необходимые вещи для загробного мира – одежда, украшения, оружие. Иногда вместе с фараонами хоронили и их слуг, которых по одной из версий замуровывали живыми. Размер гробниц отражал статус умерших. Фараоны стремились построить пирамиды, превосходящие по величине усыпальницы своих предшественников. Самым известным среди таких правителей стал Хеопс, правитель 4-й династии Древнего Египта. Несмотря на скудость информации о его жизни, он вошел в историю как строитель величайшей пирамиды, которая привлекает туристов и по сей день. История строительства пирамиды Хеопса. Строительство пирамиды Хеопса началось ориентировочно в 2560 году до нашей эры, хотя точная дата остается неизвестной. Впервые о ее существовании упомянул Геродот в V веке до нашей эры. Проектирование велось с использованием всех доступных на тот момент технологий и знаний. Площадкой для возведения выбрана плата Гиза, где грунт отличался особой плотностью. Основным материалом служил известняк, добываемый из скал, разрезанный на блоки и тщательно обработанный. Каждый блок весил свыше 4400 фунтов, и до сих пор ведутся споры о способах транспортировки этих гигантов к месту строительства. Масштабным строительством пирамиды Хеопса управлял один из самых доверенных помощников фараона – визирь Хемиун. Эта должность в те времена соответствовала современному посту премьер-министра. После своей смерти Хемиун был похоронен неподалеку от Великой пирамиды, что подчеркивает его значимость и близость к правителю. Процесс создания пирамиды длился не менее 20 лет. Масштаб работ впечатляет даже по современным стандартам. В строительстве участвовало около 25 тысяч человек. Археологические раскопки XX века позволили обнаружить близлежащую деревню, где проживали строители. Труд по возведению пирамиды был невероятно тяжелым, поэтому долгое время бытовала теория, что строительство осуществлялось рабами. Однако современные исследования доказывают, что работали на стройке вольнонаемные люди, получавшие оплату за свой труд. Кроме того, анализ слоев пирамиды показал, что экономическое положение государства менялось в процессе строительства. У пирамиды ступенчатая структура, и высота отдельных ступеней варьируется от 5 до 2 футов. Это указывает на периоды изобилия, когда использовали больше материала, и кризиса, когда приходилось экономить. Размеры пирамиды Хеопса. Пирамида Хеопса оставалась самым высоким сооружением в мире почти 3000 лет. Хотя этот титул давно утрачен, ее размеры продолжают восхищать. Первоначально основание пирамиды имело форму квадрата со стороной 754,5 фута, что эквивалентно площади 10 футбольных полей. Высота сооружения составляла около 482 футов. Со временем вершина пирамиды частично разрушилась, и ее высота уменьшилась до 452 футов 7 дюймов, что примерно соответствует 50-этажному небоскребу. Рекорд высоты пирамиды был впервые побит в конце XIX века, когда в Германии завершилось строительство Кёльнского собора, посвященного Святому Петру и Деве Марии. Собор с высотой башен 515 футов стал новым самым высоким зданием мира. Устройство пирамиды Хеопса. Внутренняя структура пирамиды Хеопса представляет собой сложную сеть коридоров и нескольких просторных комнат, облицованных камнем, а также систему вентиляционных шахт. Вход в пирамиду находится на северной стороне сооружения, на высоте около 52,5 футов. Здесь блоки расходятся, создавая подобие окна. Однако в 2004 году вход закрыт гранитными камнями.
Попасть внутрь можно через другой пролом, расположенный на 32 фута 8 дюймов ниже основного входа. Этот лаз был сделан в IX веке по приказу халифа Аль-Мамуна. Согласно одной версии, халиф надеялся найти сокровища фараона. По другой, его интерес носил чисто исследовательский характер. В любом случае, именно Аль-Мамун стал первым человеком, вошедшим в пирамиду после проведения похоронной церемонии. Погребальная яма и палаты царицы. Одной из главных загадок, волнующих ученых, являлось местонахождение тела Хеопса. С этой целью исследовались внутренние коридоры пирамиды. Нисходящий коридор вел от главного входа к камере, называемой ямой. Эти тоннели и сама комната были детально изучены археологами еще в XIX веке. Было обнаружено, что от ямы отходят другие тоннели, ведущие в разные стороны и вниз, но все они заканчивались тупиками. В поисках останков Хеопса исследователи даже вырыли в комнате колодец, опираясь на информацию из трудов Геродота, который упоминал, что фараона похоронили в скрытой полости, окруженной водными каналами. Однако раскопки не дали результатов. Затем внимание археологов переключилось на восходящий коридор, расчищенный халифом Аль-Мамуном. Этот 131-футовый тоннель отличается квадратной формой. Внутри него находятся 3 монолитные каменные рамы, сквозь которые проходит коридор. Их точное предназначение до сих пор вызывает споры среди ученых. От восходящего коридора начинается 115-футовый путь к центру пирамиды, который приводит к так называемым «палатам царицы» или «камере царицы». Названия условны и не связаны с назначением комнаты, которая остается неизвестным. Дело в том, что жен фараонов хоронили в отдельных, меньших по размеру пирамидах. Эта комната, облицованная известняком, впечатляет своими размерами. Почти 19 футов 6 дюймов в длину, 16 футов 4 дюйма в ширину и более 19 футов 6 дюймов в высоту. В восточной стене палат царицы имеется ниша, назначение которой также неизвестно. Грот. Там, где от восходящего коридора начинается путь к палатам царицы, есть также узкий, но длинный, около 196 футов 8 дюймов, лаз, ведущий вниз. Примерно на середине пути находится расширение, названное гротом. Эта небольшая камера расположена на стыке фундамента пирамиды и естественного холма. Ее стены частично укреплены камнем, что породило версию о том, что грот изначально был отдельным зданием, построенным на этом месте еще до начала строительства пирамиды. Однако остается загадкой, каким образом рабочие смогли с такой точностью проделать лаз к этому месту. Палаты фараона и вентиляционные каналы. Восходящий коридор приводит к большой галерее, тоннелю длиной почти 164 фута и высотой более 26, который ведет прямо в сердце пирамиды, палаты фараона. Эта комната облицована черными гранитными плитами, а возле одной из стен стоит гранитный саркофаг. Казалось бы, вот и ответ на вопрос, где захоронен Хеопс. Однако первые ученые, вошедшие сюда, обнаружили саркофаг уже пустым. Из палат фараона и расположенной ниже камеры царицы к поверхности пирамиды ведут 2 узких коридора шириной всего 8-10 дюймов, по которым невозможно пройти. Ученые предполагают, что эти каналы служили для вентиляции помещений. Однако возникает вопрос, зачем в погребальных комнатах нужна постоянная подача свежего воздуха? Одна из гипотез заключается в том, что создатели пирамиды предусмотрели возможность для душ умерших покинуть свое последнее пристанище и отправиться в иной мир. Загадка мумии фараона Хеопса. Геродот в своих трудах утверждал, что пирамида Хеопса была возведена в честь фараона, но сам он не был в ней похоронен. Подтверждением этому служит отсутствие традиционных для того времени заупокойных и погребальных изображений или надписей на стенах его предполагаемой погребальной камеры. В те времена нанесение таких надписей в местах, где человек не был похоронен, считалось кощунственным. Хотя саркофаг Хеопса, сильно поврежденный, присутствует в одной из 3 камер пирамиды. Самого фараона там нет. Записи IX века каирского халифа подтверждают, что уже в то время внутри пирамиды ничего не было найдено. Существуют 2 основные теории относительно исчезновения мумии Хеопса. Первая версия предполагает,
Пирамида была ограблена задолго до проникновения халифа. Поскольку мумии не представляли интереса для грабителей, их могли выбросить как ненужный мусор. По второй версии, настоящая гробница Хеопса может находиться внутри пирамиды, в одном из еще не открытых помещений. Периодические находки новых пустот и камер внутри пирамиды поддерживают эту теорию. Таким образом, поиски мумии самого известного фараона Египта продолжаются, и, возможно, однажды она будет найдена. Объекты рядом с пирамидой. Неподалеку от пирамиды Хеопса расположены еще 3 пирамиды, построенные чуть севернее. В них были захоронены жены и ближайшие родственники фараона. На южной стороне комплекса находится небольшой музей, где выставлена лодка фараона, погребальное судно, на котором, согласно верованиям древних египтян, Хеопс должен был путешествовать по миру мертвых. Ладью обнаружили в середине 20 века в специальном углублении рядом с пирамидой. Она изготовлена из кедра, состоит из 1200 деталей и имеет длину около 131 фута. Ученым до сих пор не ясно, каким образом и с помощью чего были соединены элементы лодки, поскольку на ней нет следов использования растворов или гвоздей. На сегодняшний день найдено 7 подобных хранилищ с ладьями, но было решено оставить их нетронутыми. Исследователи неоднократно пытались проникнуть в предполагаемые тайники пирамиды. Возможно, в скором времени нас с вами ждет разгадка новых тайн пирамиды Хеопса. А я, друзья, хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока.